Здравствуйте, друзья мои, с вами Шамов Дмитрий. В сегодняшнем видео я хотел бы затронуть тему якудза. Наверное, многие из вас слышали или видели в различных фильмах, как якудза за провинность отрубают себе мизинец. Однако времена меняются, и этот обычай отходит на задний план. В этом видео я расскажу, почему якудза больше не отрезают мизинцы. Обряд добровольного отрезания фаланги мизинца по-японски называется юбицуме, что дословно можно перевести как укорачивание пальца. Точное происхождение этого обряда неизвестно, но информация о нем упоминается в различных книгах периода Эдо. Хоть сейчас юбицуме прочно ассоциируется с якудза, но в те времена фалангу мизинца отрезали люди различных статусов и сословий. Некоторые, чтобы доказать свою любовь и преданность, другие же, чтобы принести извинения. Мотивов было много. Среди якудза к юбицуме прибегали тогда, когда кто-то совершал проступок средней тяжести, и ему необходимо было извиниться перед вышестоящим человеком. В целом это не обязательно, но японцы считали, что проявив волю и решив все здесь и сейчас, можно будет закрыть вопрос, принести извинения и избежать дальнейших последствий, которые могут быть похуже потерянной фаланги пальца. В Японии считается, что потеря фаланги пальца ослабляет хватку катаны, отчего человеку становится сложнее обращаться с мечом, и ему необходимо будет полагаться на других членов группы. Якудза верят, что это укрепляет командный дух человека. При последующей провинности отрезается вторая фаланга мизинца, а если есть и третья провинность, то уже отрезается кончик безымянного пальца. Однако большой, указательный и средний палец никогда не трогаются, потому что они нужны для того, чтобы держать палочки, ручку и выполнять различную работу. Ритуал юбицуме может быть проведен двумя способами. Провинившийся человек отрезает мизинец прямо на глазах человека, перед которым хочет извиниться. После ритуала отрезанная фаланга возвращается провинившемуся. Или же юбицуме может быть совершен в другом месте, но тогда провинившийся человек должен завернуть отрезанную фалангу в специальную ткань и преподнести человеку, перед которым извиняется. А он уже в свою очередь сжигает полученную фалангу и убирает оставшуюся кость в специальный футляр. Когда провинившийся человек умирает и его кремируют, то отрезанная фаланга возвращается к телу. Считается, что человек должен уйти в иной мир цельным, как и пришел. Инспекции полиции, проведенные в 1993 году, показали, что почти 45% членов якудза совершали юбицуме, а некоторые даже по нескольку раз. Однако в современной Японии позиции якудза не только сильно ослабели, о чем я еще расскажу в последующих видео, но и произошло переосмысление организации. Во-первых, обряд юбицуме считается слишком старым, о чем уже долгое время говорит крупнейшая группировка якудза Ямагути-гуми. Теперь в качестве извинения принято выплачивать денежные компенсации, размер которых зависит от тяжести проступка. Также в Японии приняли закон, который запрещает принуждать человека к отрезанию пальца. Отрезать можно, принуждать нет. Но поймав человека без пальца, можно вычислить того, кто замешан в обряде юбицуме. Наказание предусматривает заключение в тюрьму на срок до 1 года и выплату штрафа в размере 500 тысяч йен. К тому же современная медицина шагнула вперед, и отрезанные фаланги пальцев в больнице пришивают обратно. Быть якудзой уже не так почитаемо и круто, как раньше, поэтому лишний раз светить на людях отсутствием пальца никто не желает. Вот так значимость обряда юбицуме постепенно уходит, и якудза все реже и реже отрезают себе фалангу мизинца, чтобы принести извинения. Друзья, а вы что об этом думаете? Поделитесь вашим мнением в комментариях. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь, оставляйте комментарии, ставьте лайки и рассказывайте о моих роликах друзьям. Если же вы хотите узнать о том, каково это приехать в Японию в одиночку, без знаний языка и какой-то помощи, то можете прочитать мою книгу «Русский дух в стране самураев». Ссылочка на нее есть в описании. Ну что ж, до встречи в следующих видео, друзья. До свидания.